Честно по отношению к кому? К другим или к самому себе? Вот это такой философский вопрос. Потому что говорить о честности по отношению к самому себе, я не могу сказать на 100%, что я сам перед собой честен. Хотя бы в одном. Потому что я говорю о том, что я ставлю перед собой цели. Я стараюсь достичь эти цели. Да, я что-то достигаю на 100%. Где-то путь составил 90-95%, но результат есть. Результат тот, к которому стремился. И вопрос к себе. Мог ли я добиться больше? Вот я всегда руководствуюсь именно по отношению к себе той позицией, что если я поставил цель, я должен ее достичь. Все, я ее достиг. А на вторую часть вопроса я стараюсь не отвечать, потому что я понимаю, что я сам себя могу обмануть. По отношению к другим, сейчас мы говорили про информационную открытость, все это предельно понятно, очень легко узнать про организацию, про компанию, про деятельность, как в целом структуры, так и каждого человека, поэтому честность сейчас это необходимый элемент делового общения, имиджа и статуса, и непосредственно межличностного общения, но и залог успеха. И получается так, что у вас достаточно сложная роль. Вы медиатор между органами государственной власти и бизнесом. Да. Что вам помогает соблюсти вот эту вот динамику, с одной стороны, реализацию проектов, а с другой стороны, никого не обидеть, найти компромисс? Смотрите, у нас сейчас в России достаточно динамично все происходит. Трансформация во всем. Начиная с цифровой трансформации, заканчивая просто трансформацией менталитета. Постоянно какие-то изменения. Постоянно принимаются нормативно-правовые акты. Если раньше это было в хаотичном порядке, и можно было принять нормативно-правовой акт и определить, что вот вступает он с момента его опубликования. Энное количество времени назад приняли, и опубликовали, все, вступил. Вы уже сами должны адаптироваться. Сейчас как раз стало более... сейчас стало легче просто взаимодействовать, потому что мы знаем даты, когда, с какого момента будет вступать тот или иной нормативно-правовой акт. Но их все равно большое количество. Регуляторной гильотины, которая только ленивый не говорил и отрезала, огромнейшее количество нормативно-правовых актов, да, это в том числе, это залог успеха, это залог развития ассоциации. Потому что мы стараемся быть всегда на передовой, мы стараемся отслеживать все нормативно-правовые акты, их доносить до предприятий, до наших членов ту информацию, которая актуальна, которая должна ими выполняться, какие-то требования, и доносить их с комментариями и из первых уст. Того же самого надзора, контрольно-надзорного органа, того же самого органа исполнительной власти, который принят, либо регулирует ту или иную отрасль. Поэтому мне кажется, что этот процесс не имеет конца. Да, и мы находимся в постоянном движении, в постоянном совершенстве. И действительно приходится лавировать. Это достаточно тяжело. Потому что зачастую наше законодательство, оно не совсем соответствует реалиям, оно может противоречить друг другу. Найти тот компромисс, тот момент для того, чтобы учесть и текущие реалии, и потребность государства в контроле, в надзоре, либо фискальные какие-то функции. Это как раз одна из основ нашей деятельности, потому что мы собираем обращения от представителей бизнеса, их аккумулируем, предлагаем решения, не просто говорим о том, что вы должны слепо следовать этому, а мы предлагаем решения, усовершенствование, модернизацию, законодательства, отдельные нормативки, либо отраслевых аспектов. Насколько это вот вы рассказали сейчас, как вы помогаете бизнесу. И государству. Да, мы медиатор, мы дорога с двусторонним движением. Про вот эту вторую сторону я хотела немного уточнить, ведь получается сейчас государство во многом ищет опору и поддержку в бизнесе и пытается помочь создать максимально комфортные условия игрокам на рынке для того, чтобы они могли продолжать свою хозяйственную деятельность. С одной стороны. А с другой стороны? С другой стороны, государство должно выполнять свои функции. В первую очередь, естественно, это фискальное направление. Увеличили НДС, ужесточили контроль
за оборотами организаций. Огромное количество случаев, когда государство более тщательно мониторит юридических лиц уже не только крупного бизнеса, но и среднего, и малого, несмотря даже на мораторий. Но тем не менее, государство сейчас действительно более отзывчиво к бизнесу и готово к диалогу. Не потому что что-то поменялось, а потому что это уже все, это неотъемлемая часть текущей игры. Да, безусловно, государство устанавливает правила, дозволенные границы, но найти баланс в рамках этих границ — это задача 3 сторон. Да. Бизнеса, государства и общества. И вы — это общество. Да, мы объединяем предпринимателей, предприятия. Мы помогаем не только бизнесу, но мы помогаем государству, потому что, вы представьте, просто простой пример. Для того, чтобы правильно оценить, да, провести там оценку регулирующего воздействия, требуется порядка, по-хорошему, минимум 700-800 экспертных мнений. У государства не столь значительные рычаги, то есть бизнес не будет так отвечать ему. Конечно, только идти если навстречу. под козырек и... А козырек, он не работает сейчас. Он не работает, потому что сейчас это частный бизнес, это частные компании, да, и форма собственности сейчас. В Советском Союзе, конечно, это работало, это была основа основ. Да. Но сейчас, так же, как и государство отвечает на какие-то запросы предприятий в течение нормативно установленного срока, так и бизнес может отвечать. Не секрет, как часто очень органы исполнительной власти отвечают. Отписка в соответствии с таким-то, таким-то нормативно-правовым актом вы должны делать то-то, то-то, но не разъяснение. Да. Сейчас, правда, государство сделало шаг навстречу бизнесу. Будут публиковаться различные разъяснительные документации и объяснения тому, как нужно выполнять те или иные требования. А расскажите, пожалуйста, какие самые оптимальные инструменты коммуникативные для взаимодействия, и чтобы каждая из сторон была услышана? Общение, открытое общение. Даже в период пандемии показалось, что общение стоит на первом месте. Все ушли, пусть в дистанционные средства общения, видеоконференц-связи и так далее, но общение позволяет действительно услышать бизнес, услышать государство, услышать боль каждого. Я вообще считаю, что несмотря на то, что государственно-частное партнерство в России уже не новое что-то, да, но мы находимся только в зачаточном вообще стадии. У нас есть только отдельные отрасли, где ГЧП представлен. И потенциал развития именно этого партнерства в рамках создания инфраструктуры, в рамках создания отраслей и развития очень большой у нас в стране, действительно очень большой, больше, чем во многих других странах мира. И здесь, с одной стороны, важна роль общественных объединений, организаций, объединений работодателей, а с другой стороны, честные и порядочные взаимоотношения к каждой из сторон, бизнеса и государства, друг к другу. А почему тогда ГЧП за те, допустим, последние 6 лет, которые активное введение, потому что я помню, я как раз университет заканчивала, там это ГЧП бухтело, по крайней мере, в регионе начиналось так. Это был модный термин. Возможно, но там был прям проект, «Роща» вместе со строительной компанией. Почему это не набирает такие обороты, как, допустим, сфера технологий, IT? Почему сейчас из каждого утюга звучит цифровизация, мы должны переформатировать? Это тренд. Это тренд. Тогда тренд был ГЧП в первостепенных областях, да, там в строительстве дорог появились платные трассы, да, это основа ГЧП. Структуры. Сейчас тренд создания единого цифрового пространства, цифровизации, тренд обеспечения доступа. Ведь это все на самом деле очень сильно позволяет сократить какие-то сроки принятия того или иного решения. А время — это деньги. Да. Для бизнеса это крайне важно. Не ждать получения разрешительной документации месяц, 3 месяца, год, когда это можно сделать за 1, 2, 3 дня. И действительно, цифровизация — это основа основ. И это та же самая честность, информационная открытость и порядочность. Да. А скажите, а у вас есть
Если мы говорим про такие блоки, да, мне больше всего импонирует малое и среднее предпринимательство, да, как сегмент бизнеса. Если мы говорим про отраслевые направления, то обрабатывающая промышленность. Потому что, ну, это базис. Это базис, это средство производства, это это создание того конечного продукта, Да, где конечно. есть добавленная стоимость, которую можно потрогать и увидеть. Это не нанотехнологии, которые достаточно тяжело увидеть, но легко оценить вложение туда. Это не IT-сфера, да, где, по сути дела, после создания какого-то IT-проекта работа над ним может быть автоматизирована. Это действительно труд людей, это действительно, ну, показатель технологичности как страны, так и той или иной отрасли. Стоп. Обрабатывающая промышленность — это показатель технологичности страны? Что вы здесь имеете в виду? Ну, смотрите, в Советском Союзе мы использовали бутылки стеклянные. Да, они все были одинаковые. Все были сделаны в соответствии. Далее, бутылки стали видоизменяться. Сейчас на каждой марке свой тип бутылки. Следующая стадия, вот у нас вот тут твердый пластик, Да. он не особо перерабатываемый. А следующая стадия, мы будем видеть воду питьевую вот в таких вот маленьких стаканчиках из легкого пластика, который мнется и очень легко, и который биоразлагаемый и очень легко перерабатывается, ну, не более 200 миллилитров. Это мы увидим в нашей стране где-то там через 3-4, может быть, 5 лет. И это показатель, это как бы короткий маленький пример, показатель того, как идет развитие. Развитие отрасли, развитие технологий, а следом за этим производительность труда, повышение конкурентоспособности предприятий, отдельных отраслей, страны. То есть это все процессы связаны. Если мы вернемся к малому и среднему предпринимательству, почему это любимый вид? Потому что это сегмент. наиболее гибкий. Малые и средние предприниматели очень легко к любым изменениям. Они не представляют собой вот такой вот огромной структуры, как в государственном управлении, как в крупных корпорациях, либо в большом бизнесе. Все процессы в сегменте МСП легко перестраиваемы. Причем они могут быть перестроиться за 1, 2, 3 дня, ну, за очень короткий срок. И это действительно тот показатель, я имею в виду технологичный сегмент малого и среднего бизнеса, ну, который, собственно говоря, влияет на развитие всей отрасли, всей страны, развитие технологий в рамках страны, потому что именно они задают тон. Инновации, они рождаются по большей части в этом секторе, а уже крупные компании, крупные корпорации, госкорпорации, они создают платформу развития, основу для этих, на примере кластеров, программ акселерации и так далее, и тем самым дают возможность создавать пробный продукт, его тиражировать в партию, ну и уже усовершенствовать. Поэтому, ну, МСП, я не знаю, здесь, мне кажется, все, что вот здесь есть, представлено, в принципе, ну, кроме там телевизора и прочее, разработками именно сегмента малого и среднего предпринимательства. А вот скажите, пожалуйста, какие вот с качествами бизнеса мы разобрались? Гибкость, технологичность, адаптивность, мобильность, по большому счету? Да, именно так. А в себе какие качества вы цените больше всего? Вы знаете, здесь такой момент есть. Я вспоминаю, вот сейчас задали вопрос, когда-то этот вопрос задали Владимиру Владимировичу. Знаете, что он ответил? Без труда не выловишь рыбку из пруда. Так. Трудолюбие. Ведь каждая задача, да, она в себя включает целый комплекс различных действий. Это большой проект, который нужно выполнить. Всю жизнь можно рассматривать как проект на различных ее стадиях. И важно выложиться на 100% на каждом этапе этого проекта, чтобы быть успешным. В противном случае ничего не получится. А нет такого иногда ощущения, что я как ломовая лошадь пру это все на своих плечах? Такое ощущение, оно у тех, кто хорошо трудится, оно в принципе возникает всегда.
да, оно не появляется, не пропадает. Это норма жизни. Но тут есть такой момент, очень тонкий момент. Получаешь ли ты удовольствие от того, чем ты занимаешься? Если да, то это в радость, то это в кайф, то и результат, он воспринимается по-другому. Если нет, тогда это ощущение будет изнутри есть. Оно не даст добиться высоких результатов и не даст развития. А что в вашей деятельности приносит вам больше всего радости? Результаты, конкретные результаты. И что такое результат в медиации? Вот именно? Ну, смотрите, я уже как последние 5-7 лет очень плотно занимаюсь вопросами, связанными с государственной поддержкой. У меня завтра будет тоже сессия, посвященная тем самым мерам государственной поддержки. Всего мы с моими товарищами проводили исследование, оно было за свой счет, да, то есть это для самих себя и для тех компаний, которые с нами как-то взаимодействуют. Мы насчитали более 4000 мер государственной поддержки для каждого из сегмента бизнеса. И говорить о том, что государственной поддержки в России нет, я не знаю, это может только человек, который либо очень далек от бизнеса, либо не понимает то, о чем он говорит. Господдержка есть во всех секторах. Это как раз к тому, как государство сейчас взаимодействует к бизнесу. Пункт второй. Конкретные результаты. Ну вот мы привлекли, сейчас скажу, когда в конце 2019 года более 1 миллиарда рублей для различных организаций. И тот результат, который показывают они, создание новых рабочих мест, это конкурентная заработная плата, это сохранение заработной платы, это рост, это потом прекрасное взаимодействие с этими компаниями, да, которые говорят: там порядка 100-150 предпринимателей, собственников бизнеса, которые могут мне позвонить там в 10, в 11, в 12 там, ночи, либо рано утром и спросить: Саш, тут такой вопрос, можешь мне помочь? И я абсолютно спокойно им отвечу, абсолютно спокойно им помогу. Это какое-то, ну, это сообщество. Это сообщество, где друг другу люди готовы там помогать, открыты к общению и так далее. И вот их реакция, она действительно заставляет задуматься о том, что это было не зря, это правильно. Вот я вспоминаю завод, один кирпичи производят, у них роботизированная сейчас линия, которая автоматически прикладывает палеты, там, обжигает и так далее. А когда я первый раз туда приехал, видел вообще совсем другое. Совсем другое. Ну и, собственно говоря, они обновили свой производственный комплекс. А прошло всего, меньше 5 лет. И владелец такой подходит по плечу: спасибо тебе, блин. Мы вот видишь, что сделали. И ты понимаешь, что ты не влезал в их производство, ты всего лишь направил их в нужное русло. Да. Ты им помог, подсказал. Это радость, это действительно заставляет, мотивирует, заставляет добиваться еще новых результатов, заставляет порой вечером, вместо того, чтобы смотреть там телевизор, лучше изучу-ка я это постановление правительства, а потом сообщу всем, кто в этой области отрасли. Да, это такой как бы мотив для успеха, для развития. Сразу после этого хочется спросить, что нужно для того, чтобы вступить в вашу ассоциацию. Есть ли у вас какой-то ценз для компаний? К нам в ассоциацию могут вступить только работодатели. Даже если это индивидуальный предприниматель, он должен быть зарегистрирован в пенсионном фонде как работодатель, это главное условие. И, собственно говоря, направить заявку, зайти на сайт amordefisbig.ru, там либо позвонить по телефону, либо направить на электронную почту, либо заполнить форму заявки. Свяжется специалист, обсудит, что организации нужно, и, собственно говоря, сможет вступить. А есть ли какой-то, вот по вашему опыту работы,
какие-то характеристики компаний, которые добиваются больше всего успеха, вот как этот кирпичный завод. То есть что нужно компании в себе поменять для того, чтобы, вот, вступив в ассоциацию, получить по максимуму для себя профит? Ну, знаете, я так отвечу на этот вопрос. Очень большой опыт работы с собственником бизнеса. И если собственник бизнеса рассматривает свой проект, свой бизнес как долгоиграющую историю, как дитя, которое он растит, которое он хочет вырасти, направить там в дальнейшем в садик, в школу, в университет, выдать замуж, либо женить, и видеть от него различные детей, да, в виде создания каких-то там дочерних предприятий, то у него все будет классно, если он будет стремиться к этому. А есть собственники, которые безразлично относятся к своему бизнесу? Ну, как вы думаете, вот если мне очень нравится там отрасль тоже вендинговых автоматов и прочее, а если игровые автоматы просто поставить и, я лично не знаю, может быть, у меня такой опыт, я не знаю ни одного собственника игрового автомата, который ходил бы по различным точкам и прямо так гладил его, обнимал, говорил: блин, какой ты классный игровой автомат. Ну да. Тут в бизнес складывается душу, как в ребенка. Угу. И только тогда можно получать какие-то результаты. Как, наверное, вы вкладываете душу в работу ассоциации, в том числе? Безусловно, я получаю большое удовольствие от этого. Я получаю удовольствие от каждого мероприятия, которое мы проводим, либо в котором мы участвуем, от большого количества там встреч, от взаимодействия. Я получаю удовольствие от тех результатов, которые вот можно увидеть, потрогать, пощупать. Я не знаю, там та же самая у нас есть среди компаний член ассоциации, которая производит минеральную воду. Да. Когда он направил, говорит: о, послушай, у нас новая бутылка. То есть находится он в Калужской области, направил и говорит: о, посмотри, что думаешь? Но я не его маркетолог, я не представитель его организации, но он направил эту бутылку, показал, покрутить, говорит: вот, смотри. Да, это приносит удовольствие. Да, от этого есть результаты. И, собственно говоря, самый главный залог успеха — радоваться. Радоваться и постараться извлечь от этого максимум. Да, никогда не бывает легко. Но дорогу осилит идущий. Угу. Только тот, кто делает первый шаг, может прийти к финишу. Даже если на пути будут препятствия? А не может быть жизнь без препятствий. Вы когда едете из точки А в точке Б, вы когда-нибудь хоть раз в своей жизни проезжали всю дорогу без красного сигнала светофора? Ну, бывают зеленые полосы, вы что? Ну, зеленые полосы бывают, но когда вы выезжаете из двора, все машины останавливаются, вас пропускают? Ну да, согласна. Ну, это уже есть препятствие. Или пешеходы, которые переходят по пешеходному переходу. Ну, всегда это есть. И жизнь то же самое. Любая отрасль, любая деятельность, она не может быть без препятствий. Препятствия нас закаляют, делают нас сильнее, и они дают возможность посмотреть на то, что ты делаешь, чуть-чуть под другим углом. Последний вопрос. Как работа в ассоциации вас закалила и изменила? Я посмотрел на коллег. Они одобрили ваш ответ? Ну, как сказать, я до того момента, как я погрузился целиком в работу ассоциации, я никогда не был близок к сфере опасного производственного объекта. Ведь мы, по сути дела, объединяем, вот наша философия и концепция — это объединять работодателей в рамках всего жизненного цикла опасного производственного объекта. Начиная от построения финансовой модели и так далее, поиска финансирования, реализации этого проекта, строительства, инженерных изысканий, проектирования, эксплуатацию опасного производственного объекта и так далее, там, утилизация средств производства и тому подобное. И я никогда не был вообще близок к этому, вообще от слова совсем. Но мне пришлось очень трудно и очень долго поработать над собой, и очень много изучить для того, чтобы хотя бы понимать в этой сфере. Это раз. Во-вторых, проблемы, которые возникают у представителей этой отрасли, они чуть-чуть отличаются от общепринятых таких проблем. Угу. Да, то есть это там
не проблемы, связанные с онлайн-кассами, не проблемы там микро, малого, среднего бизнеса. Это такие, по сути дела, это инфраструктурные проблемы. Вот я могу сейчас обозначить одну. Давайте. К примеру, есть обязательные требования по проверке знаний для всех электриков, ну, ежегодно должны. И работодатель, когда нанимает к себе специалиста, он спрашивает у него: а ты прошел проверку знаний, там обучился и так далее? Тот говорит: да, прошел. Предоставляет документы, и вот тут такой момент: а что делать работодателю? Нет ресурса, нет ничего для того, чтобы проверить это. Он направляет запрос в Ростехнадзор, и ждет ответа, но сотрудник ему нужен сейчас. Ему нужен сейчас сотрудник. И вот мы собрали от большого количества наших членов обратную связь, предложили непосредственно Ростехнадзору идею, реализацию этого, то есть создание реестра. Мы активно ищем сторонников и тех, кому действительно это необходимо. Вот в ближайшее время пробный уже тестовый реестр создан был. Сейчас он будет видоизменяться, но это решение таких больших инфраструктурных проблем. Еще раз повторюсь, я вообще не знал о таких проблемах, о таких направлениях, об этом вообще виде деятельности, да, до того момента, как не пришел в ассоциацию. И решение глобальных, важных, необходимых для всех каких моментов, которые вообще являются в основе безопасности и качества всех работ, товаров, услуг, они действительно заставляют не только смотреть на отрасль по-другому, а что-то менять внутри себя. То есть и возникает внутри меня лично возникла такая парадигма: мысли глобально, действия локально. То есть нужно брать, для того, чтобы что-то добиться, нужно не смотреть как-то узко, да, как можно шире, но действовать нужно точечно. И, безусловно, мне было очень тяжело сделать первый шаг, но этот первый шаг был когда-то сделан. Мы создали непосредственно эту ассоциацию, ее активно развиваем. У нас сейчас более 3400 юридических лиц в ассоциации, все субъекты Российской Федерации, ассоциированные члены. У нас есть различные ассоциации, к нам входят, саморегулируемые организации, объединения работодателей территориальные. И действительно, я вижу прямо такое движение по графику, по экспоненте, что мы растем и мы двигаемся верным направлением, если мы получаем такую обратную связь от представителей бизнеса. Конечно, это умение быть не просто медиатором формальным, но и помощником, и другом. Проводником, да. И тем человеком, кому можно прислать бутылку, показать. Это же люди видят вас действительно напарника, по сути, бизнес-партнера такого, немного отстраненного, но все-таки. По сути дела, да, вы правы. Единственное, что само по себе общественное движение либо взаимодействие в России, несмотря на то, что первые объединения работодателей появились 30 лет назад, да, так, профсоюзы очень давно, и их сотрудничество, трехсторонняя власть, правительство, профсоюзы, работодатели, подписываются трехсторонние соглашения в рамках Российской Федерации, в рамках всех субъектов. Оно действительно только сейчас приобретает рамки какого-то сообщества, клубов, можно так назвать, и от этого выигрывают вообще все стороны. И общество, и конечный потребитель, в первую очередь, ради которого это все делается. Мы открыты к любым взаимодействиям. Сегодня подписали соглашение Ассоциации эталонного взаимодействия и сотрудничества, поэтому мы, надеюсь, будем чаще видеться, общаться. Надеюсь, да. Мы открыты к различным мнениям. Нам очень важны экспертные мнения, которые в достатке присутствуют в Ассоциации «Эталон» по направлениям охраны труда. Это большой значимый блок для нас и для наших членов, потому что это есть на каждом предприятии. Конечно же, мы стремимся и вообще проповедуем принцип Vision Zero, когда нулевой травматизм — это крайне важная профилактика.
О том, как возмещать средства на профилактику, мы расскажем завтра. Будем очень ждать вашего Ну и, выступления. собственно говоря, я действительно считаю, что вот мы, по крайней мере, открыты к взаимодействию как и различных ассоциаций, так и объединений работодателей, так и просто экспертов. У нас сейчас формируется целая база по научно-техническим советам. Мы формируем сейчас 413-й ТК, технический комитет в Росстандарте, которые вопросы будем освещать в рамках экологии, стандартизации, метрологии. И это то, что есть вообще везде. В каждом помещении, на каждой территории, в каждом городе, населенном пункте и вне него. Поэтому, безусловно, работ у нас огромное количество. Будем создавать новые сервисы, продукты для членов ассоциации, для представителей различных отраслей. Очень будем рады видеть какие-то результаты от наших совместных коллабораций. Сегодня первый результат мы видим. Ну и, собственно говоря, мы открыты и честны к нашим партнерам. Спасибо вам большое, Александр. Всегда очень приятно общаться с людьми, которые горят своим делом и верят в себя, в команду, в то, чем вы занимаетесь. Спасибо. У нас потрясающая команда, да, и мы буквально не даем друг другу ни малейшей возможности для передышки. Но отдыхать тоже надо. Надо. Спасибо вам огромное. Спасибо вам огромное. Да. Да. Надеюсь, увидимся.